Добрый день. Вот сегодня такой будет у нас ролик. Будем делать печку. Вот есть у нас кирпич. Вот такой бэушный. Вот труба. Так, и поддон где-то еще был. И поддон. Вон поддон стоит. Вот. Как говорится, вот решили сделать. В общем, что я сделал? Ну, выложил основание такое, вот, чтобы не на земле это было, к примеру, да, вот, а на кирпичах. Вот. И теперь будем выкладывать, ставить кирпичи. Ну, приблизительно, какие подходят, какие не подходят. Главное, чтобы не было этого, неровности прикладки особо. Ну, кирпичи неровные, естественно. Если были ровные, то и все было намного проще. Но делаем из того, что есть. Так что, будем приступать, вот, как говорится. А вы будете смотреть, как мы это все делаем, собираем. Ну, а теперь собираем первый ряд. Кладем сначала так, да? То есть кирпич на кирпич. Значит, положили, как говорится, на основу уже еще ряд кирпичей. Вот. А с этой стороны у нас будет уходить уже труба. Идет. Как говорится, здесь у нас поддон. Здесь с этой стороны труба идет. То есть здесь немножко, как вы видите, идет немножко по-другому. Так, переходим к следующему процессу уже кладки. То есть теперь мы еще поднимаем. И вот этот ряд мы ставим уже теперь на шов, то есть между швами, чтобы кирпичи, как говорится, держались. Так здесь. И так проходим весь уже третий ряд. Так, вот мы проложили, и еще один ряд делаем в таком же ритме. И заодно смотрим, чтобы кирпичи ровно, то есть держались. Они у нас неровные, и чтобы не было качелей, мы подбираем каждый кирпичик, чтобы стена стояла четко, ровно, или приближенно. Так, вот еще проложили уже четвертый ряд в таком же духе. Теперь мы делаем перегородку. Выставляем перегородку для трубы, вот для этого отсека. Вот такой поддон у нас немножко деформированный. Вот. От старой плиты.
но будем его приспосабливать. Вот так как-нибудь. Ну вот мы поставили 4 кирпича. Вот потом вот такой у нас. И переход положили кирпич на трубу. Теперь все это дело обносим кирпичами. Поставили поддон, еще раз говорю, и после четвертой, значит, после раз, два, три, 4, после четвертой кладки мы положили два кирпича уже на трубу, вот, и добились более ровного, то есть ровной площадки, то есть даже без уровня видно, что здесь ровно, ну, несмотря на кривые кирпичи. И здесь нам уже будет легче идти, не будет ни перекоса, ни в какую сторону. То есть основная задача при использовании таких кирпичей добиться ровного, ну, основания, чтобы дальше спокойно, ровно поднимать, чтобы не было отклонений в любую другую сторону. Ну, идем дальше. Ну, вот мы еще подняли на 3 штуки. Итого у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. И идем 7-ю. До трубы будем. Сейчас будем до трубы доходим. Вот, и потом будем устанавливать трубу вон ту. И уже вам покажем, где, как она устанавливается. Ну, подняли мы еще на 1 кирпичик. Итого у нас, то есть, от печки основной, да, у нас 8 штук, 8 кладок кирпичей. Вот. На 8-ю мы будем сейчас ставить трубу. Вот такая труба ноу-хау. И будем ее мусить. Сначала вот этой ровной части. То есть вот так.
идеально стоит. Почти что. Ну, где-то тут подложим сейчас. Вот. И обложим ее, чтобы она держалась и не падала. Уже кирпичка. 10 и 11 уже, ну, такой, как говорится, декоративный. 10 штучек мы положили и поставили вот эту трубу. Вот, труба стоит хорошо, то есть ничего не ходит. Вот. И переходим уже вниз. И уже переходим уже сюда вниз. Сейчас будем здесь делать тоже ворота. Кирпичи остались не особо ровные. Вот. Нам надо как-то сделать. Вот сюда поставить вот в таком же ритме. Вот. Типа арочку. И сюда уже маленький пойдет как закрывание. Можно же также придумать какую-нибудь заслонку металлическую. Но вот сейчас будем думать, что получится. Ну, подыщем кирпичи. Вот. Помотаем немножко. Ну вот что из этого у нас вышло. Здесь немножко конструкцию изменили. Вот эти кирпичи поставили по горизонтали. Вот. Не вот так положили по вертикали, а по горизонтали. Вот. Сделали ворота вот такие. Вот. И здесь спустили противовесы. Еще борт. Чтобы у нас получился вот звук. То есть тарелку спокойно ставим. Ну и здесь немножко подрегулирую вот эту сторону. А в целом получилось, в принципе, неплохо. Сюда забрасываем дрова. Вот. И сюда ставим сковородку. Или там воду вскипятить, еще что-то готовить. Все, но это мы покажем чуть-чуть попозже. Друзья, ну вот мы подожгли наконец-то нашу печку, еще поставили кастрюлю. Вот. Тяга хорошая идет. Вот. Труба выхлопа вообще прям такой. Дрова сухие. И нигде, в принципе, пока ничего не вытягивает, не пробивает дым, да? Вот. То есть, в принципе, я считаю, что удачно. Вот. Как говорится, ну, пользуйтесь нашим советом, собирайте такие же печи, готовьте, как говорится, на печке около дома. Вот поставили компот варить. Где-то 25-30 минут будет закипать. Тяга хорошая, жар идет везде, нигде не пробивает. Хотя были основания такие, что в некоторых местах будет пробивать. Но ничего не пробивает нигде. Так что эксперимент удался. Все, всем до скорых встреч.